Есть такая техника сграффито. Если очень грубо, про это чуть подробнее расскажет наш следующий лектор. Это когда два слоя штукатурки вот так вот наложены. И вот этот слой процарапывается так, что виден цвет штукатурки, который находится под ним. Это придумали в итальянском возрождении, распространилось далеко по всему Средиземноморью, а потом прошли целые века, и наступил 19 век, середина 19 века, когда эта техника начала возвращаться. То есть наступила эпоха историзма, когда архитекторы стали не только заниматься новой архитектурой, не только разрабатывать новые модели, а еще и смотреть в прошлое и активно заимствовать техники оттуда, из того, что они так любили, в частности, из итальянского возрождения. И вот техника сграффито начала снова появляться в новом виде уже в 19 веке, и в частности на здании Музея Виктории и Альберта. Это один из, наверное, лучших музеев мира, и уж точно один из лучших музеев Лондона, который в Лондоне и находится. И поскольку зданию музея 150 лет, то пришла пора обновить, то есть привести, скажем так, в приличное состояние вот те участки сграффита, которые были на фасаде Музея Виктории и Альберта. И сейчас мы свяжемся с исполнительным директором DBR London Limited Адрианом Этвудом и попросим его рассказать об этом. Вы знаете, мы долго думали, каким образом лучше осуществить всю эту операцию и эпопею. Мы все-таки склонились к последовательному переводу. Замечательно, если вы знаете английский, но если вы не знаете, то вот не отчаивайтесь, будет перевод, к сожалению, только последовательно. Это вот то, что нам доступно в этих технических условиях. Но я думаю, что мы проведем ближайшие 45 минут благодаря этому не бессмысленно, разве что это будет, может быть, не так быстро и не так динамично, как особенно у Алексея Гинзбурга, но ничего, по-моему, страшного. Mr. Atwood, are you here? Сейчас мы дождемся, пока Лондон у нас проклюнется. Да, ну ладно, я пока расскажу, что... hello. Hello. Mr. Atwood. Hello, can you hear me? Yeah, I can. Yes, me Do too. you hear me? I can hear you too. All right, so I told a few words about your person and what you do, and just a few words about Victoria and Albert Museum building, and the rest is yours. Okay, thank you very much indeed. Well, hello Russia today, and I hope everybody's keeping well and safe in these strange times. And at the UK, we've had another 3-week lockdown, so these video conferences are very welcome to keep ourselves sane. My name is Adrian Atwood, as you've heard, and I am the executive director of DBR London Limited. Adrian, I'm sorry to interrupt you for a second. Yes. Just give the interpreter, after certain minute or two of talking, give him a couple of minutes to translate your sayings into Russian, because it's not going to be broadcasted from A to Z. It's going to be translated passage after passage. No, right. It's not a simultaneous translation. So I'm going to translate what you have just said. Нашего спикера зовут Эдриан Этвуд. Он приветствует всех, кто присоединился к сегодняшнему вебинару. Приветствует из Великобритании. Надеется, что все живы и здоровы, прекрасно себя чувствуют. В Великобритании дела обстоят более-менее нормально, но вот продлили режим самоизоляции еще на 3 недели. Возможно, вы это слышали. Эдриан Этвуд представляет музей Виктории Альберта. Okay. So my company is a specialist conservation company, and we employ over 100 craftspeople. Эдриан говорит о том, что его компания занимается реставрационными работами и работами по консервации. В штате компании работает
100 человек. Это специалисты, мастера своего дела. We work on many iconic historic buildings in the UK, including the Houses of Parliament, Buckingham Palace, and Westminster. Если говорить о фронте работ, так сказать, портфолио компании, то она занимается довольно известными зданиями сейчас, которые у всех на слуху в Великобритании, во всем мире их знают. Это и Вестминстерский дворец, и другие известные исторические здания. And today I will be presenting a project that we undertook at the Victoria and Albert Museum. И сегодня я буду рассказывать вам о проекте, которым мы занимаемся в Музее Виктории Альберта, which included Sgraffito conservation. Проект связан с консервационными и реставрационными работами с техники Sgraffito. Okay. So, what is Sgraffito? Что же такое Sgraffito? Sgraffito is a wall decoration technique consisting usually of 2 layers of different colored plaster. Это специальная техника украшения стен, состоит, как правило, из нескольких или 2 слоев разного цвета штукатурки. Or render applied on top of each other. И также еще дополнительный слой может быть, или как его профессионал называет вбрызги, который наносится поверх каждого слоя. Whilst the plaster is still wet, the top layer is scratched through to reveal parts of the lower plaster. Когда нанесен верхний слой и начинается работа, мы применяем различные резцы, вернее, не мы, имеется в виду, те, кто занимается сграффито, применяют различные резцы, и пока еще слой не остыл, не затвердел до конца. И creating colored relief, shapes and shadows. Создается определенный рельеф разноцветный, разных форм, разных оттенков. The Sgraffito was popularized in Italy and brought to Germany and subsequently the UK. Родина сграффито принято считать Италию, где этот стиль появился, и затем он стал популярен в Германии, и уже через Германию попал в Великобританию. I went to Florence after the Sgraffito project, and these are some of the examples that I found in Florence of Sgraffito plasterwork. Вот сейчас я хотел бы вам показать несколько фотографий, которые были сделаны мною, когда я ездил во Флоренцию, образцы как раз сграффито из этого города. In this image, there is a white outer layer and a darker base layer. Как вы можете заметить, здесь есть элементы декора белого цвета и более темные или черные, можно сказать, это разные слои, внешний и внутренний слой. With some previous repair in this area, which has вот здесь я показываю, сейчас видите, где стрелочка, здесь заметны следы предыдущей работы реставраторов. This is another image of Sgraffito in Florence. Вот еще один пример сграффито из Флоренции. Showing the thin 2 layers of colored plaster.
Здесь мы видим очень тонкий слой, два тонких слоя штукатурки. to resemble marble or stone. Цветные слои, которые имитируют мрамор или камень. In this image, there is recent repair of Sgraffito, but doesn't simulate Sgraffito. It's just been a plain render. Но здесь мы видим тоже попытки реставрации с графита. Была проведена попытка такая нанести слой вбрызгов. And another image of Sgraffito in Florence. Еще один пример из Флоренции, с графита. This image shows Sgraffito restoration in Florence, taking it back to its original form. Вот здесь мы видим удачный пример реставрационных работ, которые были доведены до конца, и мы видим первоначальный облик из графита на одном из зданий во Флоренции. So Sgraffito came to the UK, brought by Thomas Wolsey. Если говорить о появлении сграфита в Великобритании, то сграфита было завезено Томасом Вулзи. And adorned this palace for Henry VIII. Сграфита использовался при декорировании дворца Генриха VIII. As for Wolsey had a passion for Renaissance arts. Вулзи питал большую страсть к искусству эпохи Ренессанса. The project that we worked on was the Henry Cole building at the Victoria and Albert Museum. Наш проект в Музее Виктории Альберта, мы работали над зданием Генри Коула. This elevation doesn't have any Sgraffito. Вот здесь, как вы видите, нет никаких сграффито. But the rear elevation is adorned with Sgraffito. Но если мы посмотрим фасад, внутренний фасад здания, то здесь видны украшения сграффито. The work was undertaken by an artist and 4 of his students in 1874. Здесь работал один мастер, и 4 его ученика. Работы велись в 1874 году. His name was Francis Moody. And Фрэнсис Муди, его имя. He had never done Sgraffito before, nor had his students. Следует подчеркнуть, что ни Фрэнсис Муди, ни 4 его ученика ранее не работали в технике сграффито. So this was an experiment by the artists to... Так что это был своего рода эксперимент со стороны этого художника. To resurrect Sgraffito in the UK. Была предпринята попытка возрождения техники сграффито в Великобритании. The director of the Victoria and Albert Museum, Henry Cole, Генри Коул, директор музея Виктории и Альберта, was also a lover of Italian Renaissance art. А также являлся поклонником искусства эпохи Ренессанса, итальянского искусства. And encouraged the Sgraffito that you see on this elevation. И, естественно, он был только за вот это появление элементов сграффито на фасаде музея. These are some early photographs of 1874 of the Sgraffito undertaken by Moody and his students. А здесь мы видим снимки, фотографии 1874 года, сделанные как раз вскоре после окончания работы Фрэнсиса Муди и его учеников. Another image. Вот еще одна фотография. And detail.
Да, и вот это. The work that was carried out was exceptionally high quality. Должен сказать, что работа, которую провели ученики и господин Муди, была очень высокого качества. And after the project had been completed in 1874, И по завершении этого проекта в 1874 году Moody and his 4 students travelled the UK, Муди, его студенты, его ученики ездили в другие города Великобритании, adorning many other buildings with Sgraffito paneling and motifs. и, соответственно, в других городах на фасадах исторических зданий появлялись украшения с граффити. So, the recipes that were used by Moody were very well documented. А что касается рецептов, которые использовала Муди и его ученики, хорошо задокументированы они. And were very experimental at the time as well. И для того периода они были очень экспериментальные. So this is an example of how the Sgraffito looked before we commenced the project. Вот это пример с граффити на фасаде здания до того, как мы приступили к нашей работе. This shows a cleaning trial, taking away sulfation and revealing the Sgraffito polychrome underneath. Мы здесь видим следы первоначальной работы по очистке поверхности и снятию наслоений. This also shows the damage to the Sgraffito over the years. Вот здесь еще один пример, какой ущерб был нанесен с граффити с течением времени. This is the coarse base coat and 2 layers of fine plaster in 2 different colors. Как вы видите, обнажился первоначальный основной слой, и сверху него мы видим 2 тонких слоя с граффити. When the work was done, the craftspeople had to work very fast indeed. Когда работа заканчивалась, основная, и должны были подключиться уже специалисты с граффита, им нужно было действовать очень быстро, потому что временные рамки всегда бывали сжатые. The plasterer would lay the wet plaster on in 2 colored layers. Штукатурщик наносил цветной слой на еще не застывший слой штукатурки, первоначальный. And the artist would work behind the plasterer, marking the detail and scratching through the outer layer. И затем буквально вслед за штукатурщиком уже рядом стоял и трудился специалист с граффити, который наносил узоры, пробивался, так сказать, до нижнего слоя. This is an image of the link bridge showing the Sgraffito adornment. А вот здесь мы видим фотографию, которая соединяет 2 корпуса, 2 здания, такой крытый переход, украшенный из граффити. And this is some of the high relief of sculpture panels undertaken by Moody and his students. Здесь мы видим рельефные скульптуры. Это тоже работа Муди и его учеников. And a cleaning trial here to remove sulfation and expose the original polychrome. Здесь вы видите светлый фрагмент. Это где потрудились уже наши реставраторы и сняли слой. This is the Sgraffito before DBR started work. Здесь мы видим сграффити в том состоянии, когда мы еще не приступили к работе. Heavily polluted and
requiring, well, heavily polluted, disguising the polychrome below. Как вы видите, слой грязи довольно толстый, и мы не видим во всей красе украшения на этом фасаде. So previous trials and investigations were undertaken. Я бы хотел также рассказать о предыдущих попытках и исследованиях, которые предпринимались ранее. To establish that the Sgraffito fabric was very fragile. Чтобы установить, так сказать, материал сграфита, который был очень хрупкий. Also, there was a large construction project to take place next to the Sgraffito building. Рядом с зданием, украшенным сграфита, сооружалось современное здание. Это был большой проект. Which would excavate 4 floors below ground level. И там проводились земляные работы. Необходимо было построить 4 этажа под землей. To form new galleries for the Victoria and Albert Museum. 4 нижних этажа требовались для увеличения выставочных площадей Музея Виктории и Альберта. It was of great concern that the vibration from the excavation would damage the fragile Sgraffito. И были большие опасения, что вибрация при проведении земляных и строительных работ может сказаться на качестве сграфита на соседнем здании. So the idea was to consolidate and stabilize the Sgraffito for the project, for the main excavation project. И, соответственно, было принято решение как-то обезопасить сграфита перед началом основных строительных работ, как-то укрепить эти декорации. This image shows the outer layer of Sgraffito debonding from the inner layer. Вот здесь мы видим внешний слой сграфита, и далее следует внутренний слой, где происходит у нас расслоение. This was a panel that fell in 1970 and was repaired originally with cement. Вот здесь находилась панель, которая сорвалась с этого фасада в 1970 году. Она крепилась на цементе. The project that we undertook was to make sure no more panels fell away. И наш проект ставил свою цель убедиться в том, чтобы другие панели были крепко на фасаде, и ни одна из них не могла оторваться. This image shows how fragile the Sgraffito plasterwork had become. Вот здесь на этой фотографии мы видим, насколько изношенными могут быть слои штукатурки, где у нас есть сграфиты. Another image of the fragile Sgraffito debonding. Вот еще один пример разрушения очень хрупких слоев сграфита, где нарушилась связь, так сказать, сцепка. And more images of other damage, including iron nails causing Sgraffito to fall away. Вот здесь еще 2 фотографии. Мы видим, до какой степени был разрушен сграфита. Целые фрагменты пропали. The iron nails were originally installed as armatures to hold the thickness of the relief. Ну, здесь использовались арматуры. Это видно по следам на рельефе. We also found some earlier resin injection of Sgraffito panels. Кроме этого, мы обнаружили следы впрыскиваний смолы в некоторых местах, которые делали для укрепления до нас. Which was causing more damage.
Ну и, естественно, такие вмешательства затем временные приводили к временному только улучшению, но в конечном итоге это сказывалось и на качестве, и приводило к дальнейшему ущербу. These images show the relief panels decaying and plasterwork had become dislodged previously. Здесь мы видим, в каком состоянии находятся слои штукатурки с графита, что с ними сделало время. And this image shows the outer band of stucco, which would have been protecting the Sgraffito panel, had fallen away. Здесь мы видим, что уже нет внешнего защитного слоя штукатурки, который предохранял от воздействий погоды с графита. And another image of more fracturing of the outer layer of Sgraffito. И вот здесь еще несколько, вы видите, таких случаев, когда пропадает внешний слой. And resin repairs that had previously been done, yellowing from ultraviolet light. Вот здесь вы видите желтые трещины такие, это как раз следы предыдущих попыток укрепить с графита, когда проводилось впрыскивание смолы. And previous resin repairs, as we had earlier noted. И вот здесь тоже мы видим следы смолы. These were some cleaning trials carried out with ammonium carbonate poultice, paper poultice. Здесь вы видите уже такие светлые пятна, которые это наша работа. Мы занимались, так сказать, очисткой с помощью припарок, когда мы наносили paper, yes, excuse me, paper pads, да, бумажная припарка с помощью аммониевой смеси. Revealing the very rich decoration below. И после этого мы можем наблюдать очень красивые декорации. These were laser cleaning trials carried out, which proved very successful. А здесь мы видим попытки очистки лазером и довольно успешные попытки. Without affecting the polychrome plaster. И работа лазером не повредила полихромную поверхность. And Moody's name is shown on this panel here as well. Здесь внизу вы видите имя мастера Moody. And the panel also says it was an experiment. Кроме того, здесь написано, что эта панель это экспериментальная работа. And a very successful experiment by Moody's artists. И очень успешный эксперимент, который предпринял Муди и его ученики. Lower down, the Sgraffito turns to stucco. Далее мы видим штукатурку с графита. Which is heavily covered in pollution deposits. Но на данном снимке мы видим, что здесь довольно большой и внушительный слой пыли и других отложений. The project did not have the budget to clean all of the Sgraffito. Но у нашего проекта был недостаточный бюджет, чтобы провести полномасштабные очистные работы, очистить все украшения с графита. But it was decided to clean the terracotta and brick dressings as an initial cleaning phase. Но было принято решение в качестве первоначального шага, этапа, так сказать, провести очистку кирпичной кладки и терракоты. The Sgraffito cleaning would have to wait for another project.
А что касается сграфита, то сграфита придется подождать какое-то время, когда появится новый, более масштабный проект. because the stabilization of the Sgraffito was more important to be done prior to the excavation work. Потому что до начала строительных работ по расширению музейных площадей необходимо было обезопасить сграфита, провести, так сказать, работы по стабилизации и укреплению сграфита. The facade was zoned. Было проведено зонирование фасада, And the repairs were documented onto the zoned drawings. и на вот этих чертежах задокументировали все зоны реставрационных работ. The work then commenced. Затем началась работа. The Sgraffito was lightly hammer tested to find the hollow areas. Проводилось испытание с помощью молоточка для обнаружения пустот And внутри. these were marked with chalk, ready for repair. И вот здесь мы видим с вами нанесенные отметки мелом. Это уже после испытаний молоточком. То есть обозначены те зоны, где нужно проводить реставрацию, ремонт. So the works to be carried out were grouting of hollow areas. Какова же была работа? Было необходимо заливать раствор в пустоты. Micropinning of hollow areas. Также использовались своего рода штырьки, микроштырьки, которые забивались в пустоты. Consolidation of friable surfaces. Проводилось укрепление поверхностей уже достаточно изношенных, поверхностей изношенных погодой. Shelter coating and nanolime consolidation. Нанесение защитного слоя, предохраняющего слоя, такой наноизвестковый слой. So firstly, the grouting. Прежде всего, впрыскивание раствора. This image looks a bit disastrous, but it's a very careful way of retaining the hard outer layer whilst we grout. Ну, если посмотреть на эту фотографию, то на первый взгляд кажется все ужасно, но это очень аккуратная методика внесения раствора внутрь, чтобы сохранить внешний слой сграфита. We carried out lots of grouting trials with 24 grout mixes. Мы экспериментировали, у нас было изготовлено 24 разных варианта раствора. And selected one, which was hydraulic lime. И в конечном итоге мы остановились на одном варианте. Это был гидроизвестковый раствор. Fine brick dust. Pardon? Fine brick dust. Специальный Pozzolanic. такой фарфоровый. Crushed brick dust. Crushed brick. Затем толченый пыль, кирпичная пыль. Pulverized fuel ash. Пульверизированный fuel ash, yes? Yes, yes. Пульверизированный, так сказать, зола топлива. Mm-hmm. And we then commenced preparation for grouting by... И затем мы начали подготовительные работы перед заливом раствора. We used lime to fill open ends. Мы использовали известь, чтобы заливать в открытые места.
and then very carefully drilled 3 mm holes Просверливались очень аккуратно 3-миллиметровые отверстия, to allow us to injection grout. Эти отверстия как раз были нужны для инъекции раствора. We did try gravity grouting, Мы использовали гравитационный раствор, but found that it's produced too much pressure behind the panel. но затем обнаружили, что этот вариант не подходит, потому что он создает чрезмерное давление внутри панели. We therefore used hand injection grouting, И после этого мы уже стали заниматься инъекцией, наносить ее вручную. Firstly, we used ethanol and deionized water to flush out the voids. Сначала, естественно, мы промывали пустоты, использовали этанол и деионизированную воду. And then loaded syringes with grout suspension. Затем мы использовали вот такие вот шприцы, в которые была закачана суспензия. And supported the outer layer with very soft struts. И затем мы поддерживали внешний слой очень такими мягкими подкладками. And filled cracks with cotton wool. В трещины мы набивали ватой. And Q-tips for plugging grout holes. Также использовали ушные палочки в отверстиях. The grouting process continued at fast pace. Затем процесс инъекции раствора продолжался. To ensure that it remained, or to ensure it did not dry too quickly. И мы должны были убедиться в том, чтобы раствор не высыхал слишком быстро. As this would have stopped the free flow of grout. В противном случае мы бы не смогли докачать еще раствор в пустоты. And we continued to grout, tapping as we went to hear if the void had been filled. И затем мы проверяли, полностью ли заполнены пустоты, постукивая. Tapping by what? By hand. And listening by ear. Постукивали рукой. No, I mean, did you use hammer or what? No, just tapping very carefully with your finger to hear the hollowness. Да, и постукивали очень аккуратно пальцами и слушали, прислоняли ухо, чтобы убедиться в том, что пустота исчезла. We also introduced air bubbles into the grout. Кроме того, мы использовали, так сказать, метод воздушных пузырьков. The purpose was if we put our ear against the Sgraffito, we could hear the bubbles rising. We knew where the grout level was. Мы слышали подъем пузырьков и знали таким образом, на каком уровне у нас находится сейчас раствор. Excuse me. This is an area of grouting that's finished but drying out. Вот на этом снимке мы видим, где уже закончилась закачка раствора и происходит высыхание. We then, once the grout had dried, we then proceeded to. Затем, после того, как произошло высыхание, excuse me, когда высох раствор, and we used carbon fiber pins at 200 millimeter centers. 200.
Mhm. И мы использовали специальные штыри 200 миллиметров. We ejected any dust in the drill hole. Мы также проверяли наличие пыли. And then injected a flexible resin into the hole. После этого происходило впрыскивание But специальной гибкой смолы. But the resin was only enough to hold the carbon fiber pin. Но эта смола была необходима достаточно только для того, чтобы зафиксировать, стабилизировать вот эти вот carbon, Yes. вот эти вот графитовые штыри. Yeah. This is one of the pins, carbon fiber pin. Ian's going to А вот use. здесь мы видим как раз у этого строителя, реставратора, один из таких штырьков. And Из мал. the resin forms an anchor for the pin to hold the outer layer of Sgraffito. And also, И вот эта смола служит таким сцепляющим элементом для слоя Sgraffito. and to bond the Sgraffito back to the brickwork behind. Сцепляет этот слой Sgraffito с нижним слоем, где кирпичные кладки. The carbon fiber pins were very carefully pushed in. Затем мы вгоняли штырьки. Это был очень ответственный процесс. Мы делали это очень аккуратно. And the heads clipped. И And затем мы обрезали торчащие головки этих штырьков. over 5,000 pins were installed to the whole elevation. Около 5000 таких штырьков, даже более 5000 было вбито. Lime mortar repairs were undertaken to panels. Затем были проведены реставрационные работы. Мы использовали здесь известковый раствор. Using many color palettes of mortar. Использовали разноцветные растворы. Some areas were consolidated with nanolime. В некоторых случаях нам приходилось использовать наноизвесть. Some areas were repaired with a black ferrous oxide plaster. На некоторые участки мы наносили черный слой, феррослой. Pardon, what is black ferrous oxide. It's a pigment, black pigment. черный раствор черного цвета. Sculpture panels were shelter coated to consolidate friable areas. Затем мы наносили защитный слой для укрепления в тех местах, где были наиболее сильные повреждения. But the relief was not reformed. Но с рельефом мы пока ничего не делали. Okay. To the top part of the building. Теперь перенесемся на верхнюю часть здания. We recolored some of the panels with. Мы изменили цвет некоторых панелей. With shelter coat and polychrome. Здесь мы наносили полихромный слой, защитный слой. So these panels were cleaned with dry cleaned and then brushed with water, deionized water. Сначала мы очищали щеткой, сухая очистка происходила, а затем уже влажная. Poor repairs removed. Затем мы удаляли все слои грязи. And the surface consolidated with nanolime.
и производили укрепление, используя наноизвесть. We then used a shelter coat to recolor the panels. Затем мы наносили защитный слой на панели. Of lime putty Это была специальная известковая смесь and pigments. и пигменты. And we used a color palette of mortar to bring back the color in the relief. Мы использовали различные цветные варианты растворов, чтобы восстановить первоначальные состояния. We filled the lower relief with a darker Более нижний слой заполнялся темными растворами. pigment and the upper relief with the lighter pigment. Верхняя часть рельефа более светлыми пигментами, To simulate Sgraffito plaster. чтобы имитировать, так сказать, штукатурку с графита. We covered the panels with protection. Мы покрывали панели защитным слоем, As we found that the nanolime was drying too quickly. You mean some films? Some film, that's correct, yes, some film. Да, не защитный слой, прошу прощения, использовалась специальная малярная пленка. Это делалось по той причине, что наноизвесть остывала не так быстро. And we used isopropanol as the carrier И также мы использовали изопропенол rather than ethanol вместо этанола, because isopropanol dried slower and was more controllable. потому что скорость высыхания была медленнее, и процесс можно было легче контролировать. This image shows the treatment, or before we treated the panels. Здесь вы видите вид до того, как мы приступили к работе. The panel in its wet state, Затем панель, так сказать, в сыром виде. and the panel in its new dry state. И уже новое состояние, новый вид панели после высыхания. This image shows the prior to treatment and after treatment. И здесь слева мы видим вид до реставрационных работ и после, когда уже все высохло. So the fully restored panels are up at the high level. Если взять верхний ярус, здесь все панели были отреставрированы полностью. And the panels which have just been grouted and consolidated are at the lower level. И на нижнем ярусе были проведены только подготовительные работы по консолидации и заливу раствора. At some point in the future, this lower level will need to be cleaned. Но в какой-то момент в будущем уже, естественно, все здесь нужно будет очищать. To reveal the rich polychrome below. И после этой очистки мы увидим во всей красе эти поликромные панели. This is another image showing the restored upper panels. На этом снимке мы снова видим верхний ярус, красивые панели. The cleaned terracotta and brick dressings. Мы также видим очищенную терракоту и кирпичную кладку. And the consolidated Sgraffito plasterwork. И также мы видим следы работы по консолидации с графита и попытки сохранить слой штукатурки. Another view of the completed project.
А вот еще одна фотография нашего проекта после его завершения. And that is the end of my presentation. На этом моя презентация заканчивается. Thank you. Большое спасибо за внимание. Don't know if there are any questions at all. Не знаю, появились ли какие-то вопросы вообще. Простите, дело в том, что Эдриан спросил, есть ли время для вопросов, и я уже ворвался с стремительным вихрем, чтобы сказать, да, есть вопросы. Well, Давайте проверим вначале, есть ли они у нас Did you say time for нашей questions? трансляции. Нет, там нет никаких вопросов. Да, нет. Здесь есть колонка, где вы в чатике можете написать, если что-то хотели бы спросить у Эдриана. The moderator says, я не знаю, понимаете, на каком бы языке ни задал, все равно придется переводить, либо для Эдриана, либо для зрителей. Давайте я спрошу по-английски, так чтобы Эдриан понял напрямую. Yeah, there is a column for posting questions, and people sometimes the funds were not sufficient. But for the V&A restoration, but where were they from actually? Where did you get the money for? Well, the V&A actually obtains money through the government for the maintaining the museum. Also, some of the money comes from donations from philanthropists and also from the general public. The museum itself is free, as all museums are in the UK. So they have to get their funding from elsewhere, but they do have some funding coming through from the government. Если говорить о вот этом проекте, о музее Виктории и Альберта, то я должен напомнить о том, что музеи Великобритании бесплатные, и они получают финансирование частично из бюджета государства, а также деньги от каких-то благотворительных организаций, пожертвования простых граждан, каких-то филантропов, бизнесменов. Вот так обстояло дело и с этим проектом. If you print postcards with these graffitos, is it going to help a little bit? Я спросил, если вы напечатаете какие-нибудь открытки с этими замечательными граффито на здании музея, поможет ли это каким-то образом? Everything helps. Postcards would always be an opportunity to get. Ну, в принципе, все будет на пользу, и такие фотографии, если они будут продаваться, это тоже поможет. Where is the most amazing graffito you have ever seen? Я спросил, где самое крутое сграффито, которое видел Эдриан? Well, there's the Royal College of Musicians in London. В Лондоне есть Royal College of Musicians, то есть это Королевский колледж музыкантов. But also in Florence. Florence has so much Sgraffito and excellent examples of the Renaissance art. Ну и, конечно же, нельзя обойти Флоренцию. Это просто прекрасный пример города, где столько много сграффито. But I understand there are many examples in Germany, but I think there are also examples of Sgraffito in Russia. Но я также знаю, что очень много сохранилось граффито в Германии, и я также слышал, что я подозреваю, что сграффито есть и в России. Why wasn't this technique in use between the Renaissance epoch and late 19th century when it returned, actually? It's a lot of it's to do with fashion and also cost of materials as well. It was Вопрос был, почему же сграффито не было так популярно, не было распространено в исторический период после Ренессанса и до XIX века. Но, как Эдриан начал сейчас отвечать, дело вкуса, дело моды. Yes, carry on, please. In the Renaissance period, it was a cheaper alternative to marble and stone.
Если говорить о периоде Возрождения, Ренессанса, то сграффито это было альтернативой, довольно дешевой заменой камню и мрамору. But as fashions changed perhaps to more brickwork, such as the Tudor period in the UK, Sgraffito would have potentially fallen away as an art. Но времена менялись вкусы и моды, и вот уже в Тюдоровской Великобритании сграффито не был популярен, на его смену пришла кирпичная складка. When we first started the project, we found it very difficult to find technical material on Sgraffito. Когда мы начали работать еще в самом начале над своим проектом, то нам было очень сложно найти техническую информацию о сграффито. And we were therefore very much pioneering the restoration work that we were doing, as Moody was doing when he first constructed the elevation. И, в принципе, мы почувствовали на своей шкуре то, что чувствовал Муди, когда работал со своими учениками. Он был в XIX веке пионером, используя технику сграффито, и мы это ощутили на себе. Why isn't graffiti in use anymore in 21st century? А почему сграффито уже не используют сейчас, в 21 веке? То почему сграффито больше не используют в 21 веке? Все, его время вышло. Goodbye. I think it's because labor in this century is expensive, whereas when it was originally being used, labor was much cheaper. So it's probably quite difficult. It's not cost effective, I think, for people to employ these techniques these days. Also, the craftsmen aren't available. Здесь основная причина упирается в финансы. Раньше труд многих ремесленников стоил дешевле, а сейчас использование сграффито уже не рентабельно. Thank you very much, Adrian, for this fantastic lecture and for your time given up to dedicated to this marathon online. Thank you very much, and look up for your health. Don't get ill. It's no way for you to get ill. You have so much to do. Просто поблагодарил нашего гостя за участие в онлайн-марафоне и сказал ему, чтобы он ни в коем случае не заболел, потому что ему еще очень много всего надо сделать. Thank you very much indeed. Thank you. Да, большое спасибо. Спасибо большое. И большое спасибо вам за перевод. Это было очень быстро и компактно. Они гораздо быстрее и профессиональнее, чем это часто бывает в последовательном переводе. Спасибо огромное. Еще увидимся. Очень приятно. Ага. До встречи. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye.